Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Я уже забыл, что там говорить. Не каждый мастер может подставить форму под короткие обгрызенные ногти. В таком случае проще выполнить моделирование верхними формами. Но есть определенные нюансы, которые нужно соблюдать для того, чтобы ногти не ломались и были носибельными. В видео покажу лайфхак, который поможет выполнить наращивание на короткие ногти. Поехали! Посмотрим на ногти моей модели. Они очень короткие и нуждаются в преображении. Признаться, я люблю выполнять такие трудные работы, непростые, и особенно горящие глаза клиента, когда он видит результат, и его вау, когда он смотрит на них. Поэтому с радостью сделаем сегодня преображение, будет интересно. Видим, что ногтевая пластина короткая и выступает передний дистальный валик, он словно закрывает подушечку. Как правило, такие ногти всегда трапециевидные и вверх растущие, поэтому этот момент нужно учитывать при постановке форм. Кутикула у моей модели кажется сухой, но на самом деле комбинированная, я бы сказала даже влажная, поэтому буду применять комбинированную обработку. Сначала отодвигаем кутикулу, нужно выполнить маникюр. Важно учитывать, что на таком типе ногтей часто кутикула стелющаяся и влажная, но здесь кожа комбинированная. Буду выполнять комбинированный маникюр. Для этого буду использовать алмазную насадку пламя с синей насечкой. Если бы я выбрала красную насечку, она бы очень быстро забивалась кожей и неэффективно работала. Поэтому я взяла синюю, но здесь нужно работать крайне аккуратно, чтобы не оставить пропилов. Включаю положение forward на скорость 17 тысяч оборотов и прочищаю левые стороны ногтя. Помимо этого, насадкой прохожу по переднему валику, чтобы его зашлифовать. В этом же положении, forward, шлифую поверхность ногтевой пластины фрезой. Важно не давить сильно на нее, чтобы не оставлять пропилов. Таким образом будет проще ее зашлифовать, не поранив кутикулу пилкой. Движения легкие, как по воздуху, обязательно с опорой мизинца. Переключаю направление вращения насадки, реверс и прохожу правые стороны. Валик у моей модели высокий. Есть над чем поработать, именно с птеригием. Я приподнимаю кутикулу, создаю как бы юбочку. Она у меня здесь не заросшая, поэтому как таковой юбки нету. Но так мне будет проще впоследствии срезать кутикулу и ее зашлифовать. Часто при таком типе кутикулы приходится прорабатывать ее дважды. Приподнять аппаратом, срезать ножницами. А после среза мы увидим, что еще что-то осталось внутри. Можно снова вернуться к аппарату и доработать, чтобы точно все было чисто, чтобы не было оставшейся птериги, которая повлияет на носибельность. Перед срезом тщательно убираем пыль и срезаем то, что вот осталось. Кажется, как будто нету кутикулы, но на самом деле она есть. Иду небольшими фрагментами по 2-3 мм. Стараюсь максимально срезать одной колбаской. Затем оставшиеся мелкие заусенцы можно зашлифовать фрезой. Но на этот раз мы возьмем не синий абразив, а красный, потому что мы хотим не удаление кутикулы, а именно ее шлифовку. И действительно, если мы приподнимем кутикулу после среза, увидим, что внутри еще недостаточно чисто. Поэтому сейчас я беру насадку пламя и дорабатываю. Пишите в комментариях, приходилось ли вам сталкиваться с такой кутикулой, которую нужно обрабатывать дважды. Алмазный шарик использую диаметра 0,31 и ставлю небольшую скорость около 7-10 тысяч оборотов. Это довольно опасный этап, шлифовка кутикулы после среза. Будьте предельно аккуратными и не давите на насадку. По-моему, ручки уже преобразились и выглядят абсолютно по-другому. Вот что значит наличие маникюра.
Обезжириваю ногтевую пластину, убираю пыль из боковых пазух, везде, где она могла забиться. И следующим этапом будем наносить подготовительные препараты дегидратор. Кожа у модели комбинированная, при всей, казалось бы, сухости, ручки влажные. И следующим этапом мы возьмем с вами праймер, но не стандартный, бескислотный, а кислотный, потому что я знаю, что на таких ногтях, как правило, проблемно наносится покрытие. Кислотный праймер необходимо наносить сильно отжатой кистью, только на натуральный ноготь, в небольшом количестве, не наслаивая. Но если мы с вами берем кислотный праймер, соответственно, нам нужно взять низкокислотную либо бескислотную базу. Если использовать совместно кислотную базу и кислотный праймер, это может приводить к ожогу ногтевой пластины и к различным негативным последствиям. Базу наношу тонко, втирающими движениями, отправляю на просушку в лампу. Как правило, мастерам не просто подставить бумажные нижние формы на такие ногти из-за отсутствия свободного края, поэтому мы воспользуемся набором верхних форм. Но здесь есть нюансы, которые нужно соблюдать для того, чтобы ногти были носибельные. Ведь нам мешает выступающий дистальный валик, который так и норовит вытеснуть материал в разные стороны. Поделюсь с вами лайфхаком, как этого можно избежать. Для моделирования подобрала формы с небольшим изгибом, потому что такие короткие обгрызенные ногти чаще всего растут вверх, и мне не нужен здесь какой-то сильный изгиб верхних форм. Необходимо подобрать верхние формы, исходя из размера ногтя и его ширины. Выбираем форму по самой широкой части ногтя. Важно ее сильно не продавливать, иначе может показаться, что эта формочка большая, а просто слегка приложить. И мы видим, что боковые стороны будут полностью закрыты материалом. Единственное, что вот эти ушки мешают, из-за них будет вытекать материал, поэтому я беру ножницы и срезаю лишнее. Снова прикладываем, теперь у кутикулы идеально совпадает. Например, вот эта форма, казалось бы, подходит, но она как будто отпружинивает. Таким образом, она приподнимется вместе с материалом и будет воздушный карман. Подобрала верхние формы каждому ногтю. Для моделирования будем использовать акригель. Акригель выбрала с крупной фракцией акриловой крошки. Если посмотреть, отчетливо видны крупицы этой крошки. Как правило, такой акригель более прочный и будет лучше держаться на таких коротких ногтях, которые подвержены механическому воздействию. Дело в том, что мы не можем работать классическим методом с верхними формами, потому что передний валик будет выталкивать материал, делая тонкую выкладку в стрессовой зоне и, соответственно, возможны сломы под самый корень. Мы воспользуемся следующим лайфхаком. Я беру небольшое количество акригеля и выкладываю прямо на кожу. Обязательно важное условие, чтобы у клиента не было никаких ранений, чтобы не было аллергической реакции. В стаканчик я налила специальную жидкость для увлажнения кисти, чтобы акригель не прилипал. Немного окунаю кисть в жидкость, начинаю распределять, формируя такой наподобие свободный край. Выкладываю боковые стороны. Нам нужно это для того, чтобы точно быть уверенными в том, что на стрессовой зоне будет материал, и валик его не вытолкнет. Делаем следующее. Указательным пальцем я сильно оттягиваю валик, и у меня вот такой портативный карманный ультрафиолетовый фонарик, я прикладываю его, держу валик натянутым и жду, пока материал заполимеризуется, 30 секунд, пока он немного схватится. Далее мы поставим в ультрафиолетовую лампу на окончательную полимеризацию. Наш свободный край просушился, и теперь мы можем работать по стандартной схеме верхней формой. Набираю шарик акригеля, кладу верхнюю форму, распределяю материал в форме по правилам моделирования, смотрю, чтобы боковые стенки не были слишком тонкими, полупрозрачными. Форма у меня будет скво-овал, ее сразу и задаю на верхней форме для того, чтобы впоследствии не выпиливать лишнего. Выложила равномерный материал, теперь прикладываем к ногтю. Плавно опускаем,
Смотрим, чтобы у кутикул не было воздушных карманов. Переворачиваем. Распределяю материал, отправляю его на боковые стенки. Лишнюю длину не вытягиваю. И отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. После просушки 30 секунд достаю руку из лампы и поджимаю свободный край обратным пинцетом. Также это помогает отделить лучше форму. И установим прищепку для того, чтобы еще сильнее зажать свободный край. Отправляем в лампу на досушку. На указательном передний валик сильно не выступает, поэтому мы можем сделать моделирование классической техники. Выкладываю материал в верхнюю форму, немного отступаю от кутикулы, прижимаю. Можно также немного зафиксировать у кутикулы фонариком. Переворачиваем форму и выглаживаем материал с внутренней стороны. Фонарик у нас только зафиксировал материал в области кутикулы, а с внутренней части материал еще жидкий, поэтому мы можем его аккуратно разгладить. И отправляем в лампу на досушку. Приблизительно на 15 секунде выполняю поджатие. Время поджатия будет зависеть от вашего материала, от слоя, от мощности лампы. Снимаем форму и устанавливаем прищепку для фиксации. Таким образом отправляем на досушку. На безымянном повторим то же, что и на среднем. Выкладываем на кожу. Распределяем кистью и просушиваем немного фонариком, при этом хорошо оттягивая передний валик. Просушиваю фонариком с разных сторон, посередине, справа, слева, чтобы точно материал просох. Досушиваем в полноценной лампе 30 секунд. Просушили. Теперь делаю то же самое, что и до этого. Ставлю акригель и распределяю кистью. Устанавливаем форму на ноготь. Если вот что-то вылезло, обязательно убирайте. Не отправляйте таким образом на просушку. Сильнее надавливаю на форму по бокам, чтобы материал вылез. И из этого вылезшего материала сформирую боковые стенки. У кутикулы зафиксируем фонариком. А с внутренней части выгладим, чтобы не было вот этой ступеньки. И достроим материалом по воздуху боковые стороны. Для пила поверхности буду использовать пилку 150 грит. Сначала придаю форму, у меня будет скву-овал. Небольшая длина, завожу пилку под ногтевую пластину, выполняю длинные движения. Опиливаем боковые стороны. У кутикулы буду выпиливать материал при помощи твердосплавной фрезы с тонким носиком. Им удобнее всего это сделать. Если вижу затек материала, хорошо оттягиваю кутикулу и аккуратно прорабатываю. Переворачиваю палец, положение форвард, движение справа налево, выпиливаю толщину материала изнутри. Для того, чтобы ногти не смотрелись такими вверх растущими, пройдусь пилкой по поверхности, опустив их. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробнее. Пройдусь по поверхности бафом, чтобы ее замонтировать жесткой и мягкой стороной.
Если впоследствии будете покрывать цветным гель-лаком, то не обязательно так тщательно бафить поверхность. Но если просто хотите покрыть топом, тогда лучше сделать поверхность гладкой. Убираю пыль, обезжириваю ногтевую пластину и сделаем совсем небольшой дизайн-растяжку блестками. Так, чтобы эти ногти сильно не бросались в глаза, но тем не менее было красиво и интересно. Для этого буду использовать вот таких два блестящих геля. Их я приобретала на AliExpress. Скоро на моем канале будет видеообзор с покупками с AliExpress. Выкладываю полосочку геля в зону кутикулы фиолетового цвета. Далее беру кисточку для омбре и постепенно тяну кисть на себя, стягивая блески до середины ногтевой пластины. Здесь важно не переборщить, чтобы совсем уж не было блестяще. После того, как стянула блестки, можно уже чуть глубже покрыть гель под кутикулу тонкой кистью. Просушиваю в лампе 30 секунд. Те, кто хотят поскромнее, могут оставить так. А мы добавим гель с блестками голубого цвета с более крупными частицами. Тонкой кистью кое-где выкладываю более крупные блестки, то есть так, чтобы не перекрыть полностью фиолетовые. Чтобы немного приглушить блестки, но при этом сделать красивый дизайн, покроем матовым топом. Вы увидите, как заиграют они совсем по-другому. Блеск будет ненавязчивый и очень интересно смотреться. Отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Снимаем липкость с матового топа и любуемся результатом нашего преображения. Результат нашего преображения. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. Желаю всем успехов в работе, счастливо, пока-пока!